Автор видео двигается по одностороннему движению и соблюдает правила. Все это длится ровно до того момента, пока в кадре не появляется владелец скутера, который решил, что ему преградили дорогу. Можно было сразу понять, что шлем у него отсутствует не просто так, и он решил поучить автора, начав стучать ему в боковое стекло. Ничего. На этом все не закончилось, ведь малютка-пухлячок уже забыл о том, куда он направлялся, и решил проследовать за автором, продолжая свои нравоучения. О! Чего? Kamu makasih. Kamu masak. Владелец Лансера хотел объехать автора вторым рядом, да еще при этом вклиниться впереди него. Но когда осознал, что второе ему вряд ли удастся, решил поехать по встречке. И он уже, наверное, успел подумать, что схватил удачу за вертлявый хвост, но не тут-то было. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ДПС. Совместно с выездом на встречку он получит штраф еще и за глухую тонировку боковых стекол. Обратите внимание на владельца К5 с включенным поворотником, который занял левую полосу, предназначенную для поворота только налево. Он решил бесцеремонно вклиниться перед автором, который не собирался его пропускать, подумав, что поворотник дает ему какое-то преимущество. Если вы думаете, что это типичное событие прошло бесследно, то отнюдь. Спустя некоторое время владелец Kia выносил свое недовольство и решил продемонстрировать его автору. В качестве первого урока он решил применить перестроение, а затем торможение для того, чтобы помешать автору двигаться дальше. Исполнив это, он ненадолго устремился вперед. И когда, казалось бы, автор уже успокоился и забыл о том, что было ранее, он продолжил свои уроки дальше. Только теперь они уже начали переходить в куда более острую фазу. Когда дорога стала очень узкой, они решили, что пришел их час и нужно полностью перекрыть дорогу автора, затормозив перед ним. Попытка объезда со стороны героя видео не увенчалась ничем успешным. После этого братство горячих голов выскочили из машины и пошли устраивать нравоучение. Благо, кроме того, что они потрепали своими самоуверенными языками, ничего другого не произошло, и они вернулись в свою машину, чтобы поехать дальше. Думаю, многие слышали о мотобратстве и о том, как там все круто, но не в этом случае. Мотоциклисты решили перекрыть дорогу автору видео и другим автолюбителям, так еще и самый умный за счет стадного эффекта выехал прямо под скорую помощь. И вся их компания, конечно же, посчитает, что виноват не их мотобрат. А здесь получилось удивительное совпадение, которого никто не мог ожидать. Автор видео начал перестраиваться в правую полосу, и одновременно с этим водитель Ларгуса выехал прямо перед его носом. Естественно, такой выкрутас не мог остаться без внимания, и водителю Ларгуса посигналили, что впоследствии привело к тому, что ему это не понравилось. Так же, как и другие участники сегодняшнего видеоролика, он долго думал, быть или не быть. Выбрав первый вариант, он обошел авторшу и начал резко притормаживать перед ней, тем самым выводя на разговор. Но ничего, кроме настойчивого сигнала, он, конечно же, больше не получил. Автор видео двигается в своей полосе, и ему навстречу выехал водитель Джили, который прекрасно видел, что с его стороны находится препятствие, но при этом не стоял и не ожидал тогда, когда проедет авто. Если раньше понтовщиками в основном были владельцы BMW и Мерседесов, то сейчас все изменилось, и купив нового китайца, с гордостью заявляет, что им не нужно следовать правилам и все должны перед ними расступаться. Вместо того, чтобы сделать все по-простому, он решил усложнить задачу и начал кому-то названивать, при этом постоянно смотря в сторону автора. Но автор принял непоколебимую позицию и просто стоял с закрытым окном, включив громко музыку. Во время очередной попытки, кроме игнора, он ничего не получил. По итогу никакой зазор он занимать не собирается и ждет момента, пока герой видео начнет сдавать назад, освобождая ему дорогу. Автор двигается на трассе в плотном потоке, и слева от него едет Ауди, который, как ему показалось, мешает ему перестроиться в левый ряд для того, чтобы быть быстрее, чем остальные.
Поэтому спустя некоторое время автор решает опередить впереди едущий микроавтобус, чтобы попытаться исполнить очередную попытку по обходу Ауди. Герой видео уверенно нажал на газ, и то же самое сделал водитель на Ауди, и теперь они снова едут параллельно друг с другом, ничего не выгадав. И лишь продолжая накалять еще больше недопонимания между ними, созданное на ровном месте. Автор, кажется, уже забыл о том, куда он направлялся, и все его внимание было акцентировано только на леворяднике. Когда он наконец-таки смог исполнить то, что так давно хотел, то водителя на Ауди взъерошило, и он включил учительский режим. Выплеснув все свои эмоции и дымок из выхлопной трубы, он устремился вперед и при этом не забыл включить поворотник в момент перестроения. В общем, автор и этот водитель нашли друг друга, видимо, у них в этот день было плохое настроение, и они решили друг другу помочь. Как видно далее, после небольшого урока автор смирился с тем фактом, что Audi прилип к левой полосе. Владелец BMW медленно едет и ищет для себя нужный поворот, и как только он его нашел, резко затормозил перед автором, даже не включив поворотник. Такие действия – это обычное дело для владельцев BMW, но автор не выдержал и посигналил ему. В результате чего через некоторое время BMW догнал автора и забыл о всех своих целях и поворотах. Ведь его тонкие материи потеребили громким сигналом клаксона. И чтобы автор осознал, кто хозяин положения, он решил резко затормозить перед ним, чтобы поучить. Высунувшись из бокового окна, он начал кидать реплики в сторону героя видео. Каково же было его удивление, когда он увидел, что автор не из робкого десятка, и вышел с ним на разговор. После которого любитель баварцев осознал свою ошибку. Умняшка на BMW увидел, что впереди пробка, и решил просто взять и выехать навстречку, чтобы ее объехать. Но несколько сотрудников мотобата видели все это и сейчас расскажут ему о том, что так делать было не нужно. Владелец классики вылез на обочину для того, чтобы сэкономить пару секунд, но когда осознал, что ничего не выйдет, вернулся обратно в полосу. Но уже поздно, ведь его нарушение было уже на галочке. Судя по всему, владелец красной машины впереди очень спешит, поэтому, недолго думая, он просто пересек сплошную и поехал по встречке. Он явно не ожидал в этот день, что его странный маневр будет замечен и пресечен соответствующими службами. Несколько автовладельцев ехали сзади автора и долгое время не могли дождаться того момента, пока появится прерывистая линия разметки. Ну и они решили, что ждать еще слишком долго, поэтому один разочек вполне себе можно проехать через сплошную, ведь никто же не увидит, правда? Через некоторое время первичные нарушители были настигнуты и наказаны соответствующим образом. Хорошо, что они пересекли не двойную сплошную, иначе все могло быть намного хуже. А здесь сразу несколько автовладельцев решили устроить какую-то просто дикую вакханалию на перекрестке. Затем владелец Hyundai решил неожиданно развернуться, а BMW стринулся на красный свет. Наверное, чтобы не дать исполнить маневр владельцу кроссовера, который хотел развернуться. Спустя несколько минут ожиданий и тырканий владелец Hyundai все-таки смог сделать то, что ему было нужно, но уже было поздно, так как сотрудники ДПС увидели его маневр. А здесь японовод намеренно шел на лишение прав, пересекая двойную сплошную. И мотобатовец, едущий по встречке, быстро пресек все это недоразумение. Владелец черного Ниссана исполнял уверенные движения на обочине, но всей этой уверенности скоро придет конец, так как все это увидели ДПСники, и автор помог им развернуться по-быстрому, чтобы они его догнали. Реновод решил, что следить за регулирующими знаками не обязательно, и решил прошпарить под знак «Поворот направо» прямо. Его довольно быстро остановили за это и пояснили ему о том, в чем он был неправ. Владелец черной Камри медленно подкрался с правой стороны и решил повернуть налево низ своего ряда. Когда он начал выполнять этот странный маневр, он начал мешать автору и другим машинам. Но благо этот выкрутас был пресечен и нарушитель был наказан. Владелец белой «Газели» в поисках выгоды во времени постоянно тыркался из ряда в ряд, мешая другим людям ехать по-нормальному. Но это еще полбеды, ведь далее он сделал максимально непредсказуемый поступок, он не стал останавливаться перед пешеходным переходом и пролетел мимо пешехода. Естественно, подобный маневр не мог остаться без внимания со стороны сотрудников, и когда они догнали его, выписали штраф.